И всех приветствую, дорогие друзья, на канале PaikMaker. С вами, как всегда, я, Михаил. И начинаем новую новостную неделю по играм Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator. Это видео очень большими новостями, прямо очень большими за эту неделю. Начнем с такой новости, как Оклахома, большой город в Оклахоме. На прошлой неделе мы объявили дату выхода дополнения Оклахомы для American Truck Simulator. Как обычно, мы хотели бы продемонстрировать новые специальные транспортные маршруты, которые появятся вот в этом дополнении. Хочу предупредить, что эти уникальные миссии, содержащие в дополнении Special Transport DLC, предназначены для проверки ваших навыков и представляют собой испытания, с которыми справляются только самые храбрые и опытные водители из вас. Сам по себе размеры и все специализированные грузы потребуют исключительного внимания к деталям и профессиональных навыков, обращения в вознаграждении тех, кто окажется на высоте положения. Чувство достижения мастерства. Справитесь ли вы с задачей? Будут доступны следующие 3 специальных транспортных маршрута. От Лоутона до Макалестера, от Оклахомы-Сити до Талсы, Клинтон, Гаймону. 1 августа выйдет дополнение Оклахомы, поэтому не забудь добавить его в свой список пожеланий Steam. Ссылочка в описании данного видеоролика. Подписывайтесь на нас в социальных сетях Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, чтобы получить уведомления о точном времени, когда это последнее дополнение к American Truck Simulator станет доступным. И ссылочка на American Truck Special Transport тоже в описании в данном видеоролика. Переходим к следующей новости. А следующая новость касается в 3 раза больше очарования. Всего у нас есть захватывающее обновление для всех поклонников American Truck Simulator о следующем приключении в нашем путешествии по штатам США. К настоящему моменту вы без сомнения все уже должны знать, что в настоящее время мы работаем над дополнением к картам Оклахома и Канзаса. Однако у нас в запасе есть еще одно дополнение. Хотя производство этого дополнения все еще находится на довольно ранней стадии, у нас уже есть несколько тизеров, которые вы можете посмотреть и, возможно, точно угадать локацию. Можете ли вы представить, куда мы вас отправим после Канзаса? Дайте нам знать о том, что вы узнали в комментариях или ниже, или отметив наши профили в социальных сетях Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. И следите за обновлением для получения дополнительной информации об этом предстоящем проекте. Ожидайте официального анонса в ближайшее время. Переходим к следующей новости. А именно, Западные Балканы, достопримечательности. Приглашаю вас посетить Бусти. Вы увидите закадровые смешные нелепые моменты и узнаете о планах канала. Отправляйтесь с нами в путешествие по очаровательным западным Балканам, где вас встретят разнообразные достопримечательности, большие и маленькие. Листайте вместе с нами, поскольку мы покажем предварительный просмотр некоторых из них, созданных в нашем предстоящем дополнении к Euro Truck Simulator 2. От исторического места до чудес современности, до достопримечательности всегда играли важную роль для водителей. На дороге служа ориентиром для многих путешественников. Сегодня эти места посещают многие и охраняются для изучения будущих поколениями. В своих виртуальных путешествиях вы можете просто проезжать мимо исторических достопримечательностей, таких как замок Трашт в Риеке, Капитанская башня в Бихаче, Старый мост в Мостаре или форт Соколац. Вы можете найти эти достопримечательности по всей стране и в таких городах, как Приштина, где вы можете найти Национальную университетскую библиотеку Косово, собор Святой Матери Терезы, сегодня доминирующей башни, заброшенный православным собор. Многие созданные места имеют важные исторические значения, такие как археологические раскопки Медиана в Нише или музей Сараева, где в 1914 году один единственный выстрел косвенно положил начало Первой мировой войне. Это лишь небольшая часть достопримечательностей, которую можно найти в регионах Западных Балкан, включая стадии телевизионные здания, собор, образовательные центры и многое другое. Мы надеемся, что вы найдете время исследовать и открыть для себя эти районы в ближайшем будущем. Никогда не знаешь, что ты можешь узнать. До следующего раза. Продолжать в том же духе. Ссылочка на данное дополнение в описании данного видеоролика. Переходим к следующей новости. Выпуск American Truck Simulator 1.48. Мы рады сообщить, что выпущено обновление 1.48 для American Truck Simulator, который теперь доступен в Steam. Это обновление содержит исправление ошибок, изменений и нового контента, которые предоставлены ниже, поэтому мы рекомендуем ознакомиться.
Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех, кто участвовал, оставлял свои отзывы и сообщал об ошибках в период открытого бета-тестирования. Ваш ценный вклад помог нам внести изменения и устранить некоторые ошибки, которые мы, возможно, пропустили в первый раз. Мы надеемся, что теперь вы сможете в полной мере насладиться плодами своей работы. Ссылочка на данный видеоролик в описании в правом верхнем экрана. Говорят, в Техасе все стало масштабнее, включая обновление. Наша талантливая команда вновь посетила штат, чтобы предоставить обновление, подходящее для загрузки, включая дороги, достопримечательности, склады и многое другое. Было добавлено 500 реальных миль, эквивалента пробегу по 8 различным дорогам, междугородним и шоссейным дорогам, включая одну из самых известных развязок в Техасе, прозванной Дай-5. Это одна из первых пятиуровневых транспортных развязок, построенных в Далласе. Продолжать тему Life в этом обновлении вы сможете исследовать 5 новых поселений. Обязательно найдите время, чтобы исследовать Гринвилл, Шемрок, Шерман, Де Клаб и Париж. Еще одним важным дополнением к этому обновлению является добавление Текстарканы, уникального города, расположенного на границе между Техасом и Арканзасом. Граница штата проходит через центр города. Мы надеемся, что владельцам техасского дополнения понравится это значительное обновление. Подробно об этом обновлении читайте в одном из наших предыдущих сообщений в блоге. Ссылочка в описании данного видеоролика. В обновлении 1.46 мы внедрили функцию галереи, универсальный магазин для всех ваших изображений, подборок фотографий и открытых точек просмотра, которые сохранили все унаследственные функции старого менеджера скриншотов. Сегодня мы рады добавить новую функциональную галерею. Путешествуя и открывая для себя множество городов American Truck Simulator, вы сможете собрать информацию о них на новой вкладке «Города». После разблокировки вы сможете, просмотрев, какие города вы посетили, а также посмотрев и воспроизвести любой из вступительных роликов к городу, который обычно можно увидеть только когда вы впервые открываете там свою первую штаб-квартиру. Мы надеемся, вам понравится это новое дополнение к нашей галерее. Сообщите нам, в скольких городах вы уже разблокированы на наших каналах в социальных сетях. Продолжая наше предыдущее обновление, в котором мы добавили пользовательские заставки к городам Юта и Айдахо, мы расширили эти ролики в дополнение Вашингтон для American Truck Simulator. Эти специальные ролики появляются, когда игрок выбирает начальный город при создании нового профиля. И мы надеемся, что новым игрокам или тем, кто перезапускает новый профиль, понравятся эти новые дополнения, демонстрирующие область, с которой вы решили начать. Первоначально эти стартовые ролики были довольно простыми с точки зрения их передвижения и функциональности, однако со временем мы улучшали их с помощью дополнительных сценариев и много другого. Для большинства игроков вы увидите один из этих роликов для определения города только один раз, а затем продолжайте многочасовую поездку на грузовике. Вот почему мы решили перенести эту новую функцию в меню галерея, чтобы воспроизвести их и посмотреть другие заставки к городам, которые вы, возможно, обычно не видели. Мы надеемся, что вам понравится работа нашей команды, которая оживила эти города с помощью этих вступлений, и мы с нетерпением ждем возможности предоставить их в большом количестве штатов в будущем. В дополнение к новому контенту, изменения которых и появляются в American Truck Simulator, в этом обновлении мы также рады предоставить два совершенно новых специальных транспортных маршрута. Готовы ли вы отправиться по этим новым маршрутам с негабаритными грузами? Вы можете ознакомиться с этими уникальными контрактами на доставку между городами Ларедо и Сан-Антонио в Техасе и Лорель и Биллингс в Монтане. Думаете, вы справитесь с этим? Поделитесь с нами фотографиями с вашего специального транспорта в наших социальных сетях. Говорят о специальном транспорте, мы рады сообщить вам, что наша команда по транспортным средствам нашла свободные мощности в перерывах между другими своими проектами, чтобы также пересмотреть и переделать прицепы, которые в нашей внутриигровой экономике используются для перевозки различных типов транспортных средств, такие как легковые автомобили, внедорожники и так далее. Найдите эти грузы на рынке грузовых перевозок и прокатитесь на них к вашему ближайшему автодилеру. Может потребуется доставка свежих бочек.
Мы знаем, как многим водителям нравятся сложные задачи по стопроцентному исследованию карты. Мы знаем, что это непросто, поэтому мы предоставили новое окно пользовательского интерфейса, доступно к которому можно получить, нажав на ваш обзор карты в левом верхнем углу карты мира. При нажатии на это открывается новое окно, в котором будет показан список штатов США с их соответствующими флагами и информацией о том, как вы исследовали каждый из них. Мы надеемся, что это поможет вам найти недостающие дороги в нашем постоянном растущем мире American Truck Simulator. Дайте нам знать, как у вас продвигается исследование карт в комментариях и ниже или в социальных сетях. Мы рады предоставить крайне востребованные дополнения к вашей странице настройок при настройке в American Truck Simulator. Теперь вы найдете небольшое окошко рядом с ползунками, в котором отображается номер, на котором оно установлено. Мы надеемся, что это упростит вам не только настройку нескольких профилей с похожими настройками, но и возможность поделиться своими настройками с другими. Мы переработали пользовательский интерфейс нашего мастера ввода для выбора элементов управления. Наша команда усердно работала над тем, чтобы придать этому окну настройки упрощенный, но современный дизайн. Мы надеемся, что этот новый пользовательский интерфейс поможет нам, новым и старым пользователям, пройти через процесс выбора и настройки, которые включают новые иконки и четкое описание для каждой опции. Теперь в опции игрового процесса добавлена антиблокировочная тормозная система и система контроля тяги. Эти электронные регуляторы устойчивости помогают водителю в различных условиях или сценариях. Антиблокировочная тормозная система АБС ослабляет тормоза на колесах, которые близки к блокировке. Контроль тяги АСР или ТРС помогает предотвратить избыточную и недостаточную поворачиваемость, а также обеспечивать индивидуальную противоскользящую систему для торможения колес, которые проскальзывают. Система контроля тяги также включает систему помощи при поворотах, которая включает при недостаточной или избыточной поворачиваемости. Оно тормозит внутренние задние колеса для предотвращения недостаточной поворачиваемости и внешние передние колеса для предотвращения избыточной поворачиваемости. Мы надеемся, что эти новые дополнения пригодятся вам в наших будущих путешествиях. Переходим к следующей новости, а именно новость будет называться у нас Kansas Dodge City. Бесплатные игры в нашем сообществе реально? У тебя не хватает денег, чтобы купить желаемую игру? Мы поможем. Присоединяйся к нашему сообществу, чтобы не пропускать раздачу грандиозных игр нашего века. Ссылочка в описании. Мы знаем, что вы привыкли к публикациям в блогах об отдельных городах в будущих проектах расширения их карт, которые появятся намного позже в процессе разработки, но время от времени полезно освежать информацию, прибывать что-то другое. Итак, без лишних слов ознакомиться с тем, что вы можете ожидать от Dodge City, предстоящем Kansas DLC для American Truck Simulator. Dodge City – знаменитый город Дикого Запада, который долгое время служил границей и воротами во многие районы. В результате здесь сложилась процветающая экономика, основанная на переработке крупного рогатого скота, которая продолжается и по сей день, а местная экономическая цепочка включает пищевую фабрику, аукцион скота, животноводческую фирму. Об истории Дикого Запада города свидетельствует также наличие хорошей развитой местной железной дороги, которая имеет большое значение для города, также для всего Канзаса, соседние его с различными депо, соединяют его с различными депо. В центре города находится историческое здание железнодорожного вокзала, которое можно увидеть со всех сторон, если посетить ближайшее железнодорожное депо. Железная дорога города и наследие Дикого Запада также увековечены в музее Дикого Запада, в котором предоставлен исторический локомотив. Другие склады в этом районе включают пищевую фабрику, возвышающуюся над рядом заведений быстрого питания, зерновой элеватор, торговый центр, а за пределами города находится химический завод и сооружение ветряной турбины, типичный для региона. В целом, наше видение Dodge City разделено на три основные области. Северная Украина вдоль USA-50, которая обходит центр города с более открытой атмосферой, в котором расположены торговые центры, бейсбольное поле, пригороды и склады. Деловой район в центре города с сохранившимися историческими центрами и более замкнутой городской атмосферой с железной дорогой.
южные промышленные зоны со складами, соединения с железной дорогой, отелями, бассейнами и значительным промышленным присутствием. Мы надеемся, что в городе будет достаточно причин задержаться, и вы не выберетесь из Додж-Сити. Если вам понравится то, что вы уже видите, обязательно добавьте расширение карты в свой список пожеланий Steam. Ссылочка в описании данного видеоролика. А чтобы оставаться в курсе всех последних новостей, подписывайтесь на наши профили в социальных сетях Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Ну что, дорогие друзья, вот такие новости за эту неделю были. Очень масштабная новость. Самая масштабная новость — это выпуск 1.48 для American Truck Simulator, презентация нового дополнения, а именно Канзаса. А с вами был, как всегда, я Михаил с канала Пайкмейкер. Если исполнить здесь, кто сейчас видит себя на экране, на лайк, колокольчик и подписка на канал. Всем пока, пока-пока.